Друзья, всю жизнь я мучилась с прореживанием моркови. Скрупулезно выдергивала по одному росточку. Болела спина и никаких нервов не хватало, чтобы проредить целую грядку. Пока однажды я не придумала вот это. Простой, но гениальный способ, который сэкономит вам часы работы и кучу нервов. В этом году я сеяла морковь, как обычно, без всяких заморочек. Семена самые дешевые, никаких замачиваний или подготовки. Если честно, думала, что дай бог зайдет хотя бы половина. Поэтому сыпанула по-щедрому. Ну а что, семена-то копеечные. А потом бац, а оно взошло почти все. Моркови столько, что на метр как трава. Но я не расстроилась, потому что у меня был козырь. Самодельный инструмент, который помогает прореживать морковь буквально за считанные минуты. Покажу, из чего он сделан и как он работает. Я взяла обычную вот такую деревянную кухонную лопатку и попросила мужа, чтобы он ее срезал и оставил только ручку. Затем маленьким шурупчиком сделала отверстие и прикручиваю на ручку обычное лезвие, вот таким образом. И все, инструмент для прореживания всходов готов. Прореживать морковь нужно обязательно, иначе корнеплоды будут мелкие, корявые, будут мешать друг другу расти. Если продергивать по старинке классическим способом вручную, то это лучше делать, когда у росточков появилось по одному-два настоящих листа. Просто потому, что такой росток легче ухватить пальцами. Ну а если у вас есть такой инструмент, как у меня, тогда можно проредить морковь как сразу после массовых всходов, так и немного позже, как и при классическом способе, на стадии появления первых настоящих листочков. С этим лайфхаком прореживание моркови перестает быть мучением. Я прохожу эту грядку за 10 минут. Сначала я проделываю расстояние, которое я хочу оставить между морковью в ряду. Я делаю его приблизительно 7-8 сантиметров. Просто беру и поперек рядка срезаю лишние ростки. Остаются такие маленькие островки всходов с расстоянием между ними 7-8 сантиметров. Лезвие стараюсь держать так, чтобы оно было максимально наклонено к земле. Кстати, я всегда делаю прореживание, когда земля в грядке уже хорошо подсохла после полива или дождя. И когда на поверхности земли в рядках образуется вот такая подсохшая корочка. Тогда лезвие лучше срезает ростки, чем по рыхлой земле. Это я уже говорю из своего опыта. После прореживания остаются вот такие небольшие островки всходов по несколько растений. Срезанным росткам даю денек подсохнуть на грядке, чтобы оставленные ростки были лучше видны. А на второй или третий день после первого прореживания эти островки можно по желанию либо проредить вручную, если они все-таки слишком густые, а вам нужна идеально ровная морковка. Либо, если в пучке 3-4 штуки, тогда можно вообще больше не прореживать. Если для вас не страшно получить немного кривоватые, но и не такие идеальные корнеплоды. В этом случае во время роста корнеплоды сами себя постепенно раздвинут друг от друга. Но только если между этими островками или пучками оставить достаточное расстояние. Так что, друзья, если вы, как и я, не любите прореживать морковь вручную, попробуйте мой лайфхак. Я думаю, что и вам он понравится. Желаю всем богатых урожаев. До новых встреч!